Всем привет, меня зовут Хелен Шей. Сегодня мое видео будет посвящено тому, как оценить собственную работу, которую вы написали сами. Итак, конечно же, это очень важный момент – оценить собственный труд. Зачастую мы думаем о том, что мы слишком много завышаем цену или наоборот делаем ее меньше. Соответственно, у нас возникает вот такой вот диссонанс. Этого не надо бояться, а надо оценивать собственный труд по достоинству. Понимаете, если вы занимаетесь уже и решили этим заниматься для того, чтобы продавать, соответственно, у вас не должно быть возникать никаких сомнений о том, что ваша работа недостойна такой-то, такой-то суммы. Все дело в том, что надо правильно определить эту стоимость. Так вот, сегодня я вам и расскажу, как правильно оценить стоимость собственной работы. Давайте быстренько начнем с самого главного. Мы возьмем стандартную картину, которая, в основном пишем мы все вот такой формат. Это легко, это удобно, это быстро. Формат 30 на 40. Вот у меня картина вот такая будет сегодня для примера. Картина «Гранат» называется. Я буду на ней вам показывать, как оценить собственную работу. Итак, все элементарно просто. Мы берем одну сторону и складываем в другую сторону. Эта сторона 30, это 40. Значит, 30 плюс 40 у нас получается 70. Вот. Эту сумму 70 мы должны умножить. Если вы не профессиональный художник, то вы умножаете на 2 или на 3. Если вы уже более профессиональный и пошли куда-то даже учиться, может быть, походили в художественную школу, то вы коэффициент увеличиваете. Полученную сумму вы умножаете, она у вас получается в евро. Это европейский стандарт оценки собственной работы. Итак, если считать эту работу, 30 плюс 40 – 70, 70 я умножаю на 2, это 140 евро. Вот такая стоимость данной картины. Это если вы хотите изначально знать, от чего отталкиваться, от какой суммы отталкиваться. Вот 140 евро, достаточно большая стоимость. Да? Второй вариант оценки собственной картины – это узнать рынок потребителя, что очень важно, потому что если в Европе за 140 у вас купят эту картину, а может быть даже и за 240, то в России, вы знаете, такая сумма будет достаточно, может быть, для кого-то дороговато. Мой личный опыт говорит о том, что в России картины такого формата вальвируются где-то от 3,5 до 5000 рублей, не больше. Соответственно, продать за 140 евро эту картину будет сложновато. Итак, первое. Мы берем стандарт, по которому рассчитан европейский стандарт. Стороны складываем и умножаем на коэффициент. Если мы не профессиональные художники, то отталкиваемся от двоечки. Если мы профессиональные или уже, по крайней мере, занимаемся этим достаточно длительное время, то умножаем на 2, 3 и дальше уже как вы считаете нужным. Определяем, если мы эту картину хотим продавать в России, то мы изначально понимаем, узнаем рынок и понимаем, что данная картина больше 5000 стоить не может, соответственно, в этом сегменте и выбираем сумму. Например, вы посчитали, что вы затратили на эту картину 1000 рублей на материалы, плюс ваше время затраченное 2000 рублей. Готовы ли вы ее продать за 4000? Я думаю, 3,5 данной картины вполне хорошая цена. Да, но есть очень приятная во всем этом новость, если мы продаем картины за границу. Дело в том, что когда вы высчитываете стоимость своей картины, вы должны учесть очень важное. Вот это на самом деле важная штука о том, как вы будете транспортировать данную работу, оплачивать полностью, да, будет это клиент и так далее. Соответственно, вы должны заложить в картину стоимость перевозки. Если это галерея продает картину, вы должны будете заложить стоимость
услуг галереи это 30%, 40%, где-то даже 50%. Вот галерея Саач, которая продает моя картина, она берет 30% комиссионные, плюс стоимость, они закладывают самую большую стоимость на перевозку, потому что у меня могут картину купить в России, а могут купить, вот как купили в Нью-Йорке у меня картину. Соответственно, они не могут изначально знать стоимость доставки, поэтому они максимально закладывают. Соответственно, моя картина, получаю с продажи картин около 50%. Соответственно, если я хочу за свою картину получить 60 тысяч рублей, если это за границей, то я должна вложить еще в 60 тысяч рублей эти 40%, которые уходят на комиссию галереи и на оплату транспортной компании. Я вкладываю эти деньги и получаю, что моя картина, например, будет стоить 1000-1200 евро. Из них я получу свои законные 60 тысяч рублей. Вот. Это видео именно как раз таки о том, как рассчитать стоимость собственной работы. Хочу вас заверить, не пугайтесь ставить цены. Но если вы выставляете эту картину и в России, и за границей, цена должна быть одинаковая. Потому что в современном мире коллекционер может зайти к вам на страничку, например, в Инстаграм или на страничку в другой соцсети и увидеть, что у вас эта картина 30 тысяч рублей продается, а например, в галерее она в 2 раза дороже. У него возникнет вопрос, почему так. Вот. Соответственно, цены, если вы выставляете на картину цены, они должны быть одинаковые. И это очень важно. Итак, давайте подведем итог нашего сегодняшнего видео. Если вы не профессиональный художник, начинающий, но у вас отлично получается писать картины маслом, и вы решили их продавать, вы должны знать коэффициент продажи картин. Как же он выглядит? Итак, мы складываем часть стороны картин, умножаем на коэффициент 2 или 3, может быть, вы уже несколько лет пишете. А если вы профессиональный художник, тогда вы уже умножаете коэффициенты 5 и 6 в зависимости от того, насколько вы профессиональны. И от этой суммы вы можете отталкиваться. Вы ее можете делать как меньше, так больше. То есть вы, например, умножили, и у вас получилась сумма, и вы понимаете, что она чуть не дотягивает, ее надо чуть выше сделать, потому что она все-таки, вы затратили на нее гораздо больше. Не бойтесь, ставьте эту сумму. Но, знаете, на российском рынке стоимость картин гораздо меньше, чем европейские страны и американские. У них и зарплаты больше, соответственно, они могут себе позволить купить подороже картины. Вот. Если вам было полезно данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Я буду очень рада видеть вас на моем канале и буду с вами в дальнейшем делиться очень важными моментами, опытом, собственным, конечно же, как я пишу картины, как я их продаю, где я их продаю. И очень важные моменты, которые вас волнуют, пишите в комментариях, я обязательно отвечу, потому что я с этим сталкиваюсь каждый день, потому что я пишу картины сама, без педагогов, я сама себе и менеджер, сама себе полностью организатор своей работы. Соответственно, у меня очень уже накопился опыт, и я готова с вами делиться. Всем удачного дня, я желаю вам вдохновения и продажи картин. Пока-пока. С вами была Хелен Ши.